Здравствуйте, уважаемые любители шахмат и все нам сочувствующие. Меня зовут Илья Левитов, вы на канале Левитов ЧЕС. Сегодня мы в эфире с 14-м чемпионом мира Владимиром Борисовичем Крамником. Володя, добрый день. Приветствую, да, я думаю, что сегодняшний эфир будет таким неожиданным, может быть, нестандартным, но он хорошо подойдет, наверное, под рубрику, которая существует на Левитов ЧЕС, называется «По первой линии». По первой Я линии, думаю, да, что по первой линии. Мы ее... туда и планируем как бы попасть с тобой, да. Скажи, вот, Володь, подожди, у меня сразу тебе вопрос такой. Мы сегодня партии смотреть не будем, к сожалению. Всегда это большое удовольствие. Но у нас тема сегодня такая интересная для меня и, мне кажется, для любителей шахмат по всему миру, что я буду представителем шахматной общественности. Вот ты в последнее время стал в шахматы все время играть, Володь. И вот, да, вот разъясни, пожалуйста, нам, что происходит, значит. Нет, ну онлайн шахматы Да. и в основном блиц, то есть что шахматами можно с натяжкой только назвать. Да, в первую очередь просто получить удовольствие какое-то. Я там, раз в неделю играю, больше я не играю, поэтому для меня это удовольствие, и в общем никаких у меня там спортивных целей нет, и уж тем более финансовых. Поэтому я вот часто стал играть в Title Tuesday турнирах на chess.com. Ну и много интересного для себя обнаружил, как мне кажется, и, соответственно, хочу с этим поделиться и заодно предложить некоторые вещи, на мой взгляд, достаточно очевидные и очень важные, на мой взгляд, и в принципе, моя задача, почему вот мы решили записать этот эфир, для того, чтобы, в общем-то, помочь вообще всем шахматным онлайн-платформам, наверное, в первую очередь chess.com, потому что это, очевидно, сейчас основная шахматная платформа с огромным количеством пользователей, организуют, и вообще они молодцы, конечно, организуют много турниров, игроки разного уровня имеют возможности зарабатывать деньги и играть, а некоторые пенсионеры, как я, получать удовольствие поиграть, потому что больше особо играть негде. Мне, по крайней мере, я же не играю в шахматы. Но есть некоторые, так сказать, проблемы, мне кажется, и я вот... Нюансы, как у нас говорят. Да, я довольно с удивлением начал обнаруживать, так сказать, на своем опыте, и хочу поделиться, причем сразу хочу сказать, что речь пойдет о античитинговых мерах и вообще о читинге в онлайн в этом эфире. И я хотел высказать свои ощущения, но самое главное, ощущения-то мало, наверное, кого волнуют, в общем-то, свои доводы и предложить некий метод борьбы с читингом, ну, с мошенничеством в онлайн-игре. И сразу хочу сказать, что как бы у меня нет никаких практических, так сказать, выгод из этого, то есть я не хочу ни с кем, никого не обвиняю абсолютно, потому что для этого нужна намного большая статистическая выборка, но я заметил много странных вещей, очень странных вещей, и странных с точки зрения статистической, математической. И поэтому я хочу в первую очередь сделать упор на такую науку математика, да, то есть она вроде бы еще не объявлена псевдонаукой. Мне кажется, что еще люди верят в математику, я в нее верю. И в какой-то момент, когда у меня возникли некие интуитивные странные ощущения, я, в общем-то, с помощью математики провел исследование, потратил какое-то время и очень много цифр, которые вызывают, ну, вопросы, прямо скажем. И для чего я это сделал? Только для того, чтобы, в общем-то, помочь всем онлайн-платформам. Мне кажется, что этот метод, он самый на данный момент самый адекватный для того, чтобы бороться с мошенничеством в интернете. И, на мой взгляд, он очень эффективный, потому что все остальные методы, эти программы, которые ловят там по первым линиям, это все уже немножко прошлое. Мне кажется, я объясню в процессе передачи, почему. В этом моя цель. И еще хочу добавить, что у меня было общение с разными шахматистами высокого уровня, просто дружеское, приватное. И по большому счету, скажу честно, не называя имен, я не хочу называть имена вообще именно в этой программе. В этой программе не хочу, потому что идея не с кем-то лично бороться или наоборот не на кого-то ссылаться, а в принципе очень логично математически объяснять, что проблема существует и она намного шире, чем
чем об этом говорят, на мой взгляд. Так вот, разговаривая с некоторыми сильными шахматистами, в принципе, я не встречал пока ни одного шахматиста, который бы верил в то, что проблема читинга не существует, или что количество людей, которых условно отлавливают и банят, что оно соответствует количеству людей, которые этим занимаются. Ни одного не видел. Разница лишь в том, кто-то считает, что это вообще очень распространенное явление, кто-то считает, что это все-таки редкое явление, относительно редкое в процентном отношении. Но то, что безусловно, и я в этом абсолютно убежден, что количество людей, пользующихся компьютерными подсказками во время таких турниров, как в том числе Title Tuesday, оно прилично выше, чем количество тех людей, которые за это которые получают бан за это. Я объясню почему, я объясню это на цифрах. И вот поэтому я взял такую роль, как человек вне шахматного мира, и эти шахматисты, с которыми я разговаривал, они все примерно одно и то же говорят, что что я могу сделать? У меня доказательств прямых нет. Я все отлично понимаю, но сделать я ничего не могу, и поэтому зачем мне об этом говорить? По большому счету проблемы себе наживать, да? Я, так сказать, не в шахматном мире, уже так посторонний человек, так сказать, и главное, что я хочу просто это озвучить, эту важнейшую на самом деле тему в современных шахматах, озвучить и аргументировать цифрами, и для того, чтобы все-таки что-то сдвинулось в этом направлении, потому что, повторюсь, даже мой опыт игры за последние полгода, скажем, когда я начинал только играть, и вот, скажем, последние турниры, несколько месяцев прошло, на мой взгляд, увеличилось количество, так сказать, странных партий. Я не говорю читеров, странных партий. А как Володь, объясни, пожалуйста, извини, что чуть-чуть прерываю, что такое, ты играешь партию, тебя, например, там, не знаю, переигрывает человек, ты там покачал головой, переиграли в шахматы, да, все всяко бывает, там человек здорово играет. Конечно. Бывает. А потом вдруг тебя переигрывают, и у тебя ты чувствуешь, все-таки давай поясним для тех, кто, может быть, не очень хорошо это знает. А мне кажется, что 95% людей не понимают этого ощущения, потому что ты занимаешься шахматами, практически столько же, сколько говоришь, да, то есть 40 с лишним лет ты занимаешься в шахматах, из этих, 25 лет у тебя вся жизнь прошла в шахматах, это ежедневно, это либо турнир, либо подготовка, либо отдых, то есть ты чувствуешь, когда с тобой играет компьютер? Нет, я не чувствую, не обязательно чувствую, когда со мной играет компьютер, но я чувствую уровень игры соперника. Это ты чувствуешь всегда. Я же играл и с Каспаровым, и с тем поколением, с Карповым, и с новым поколением, с кем только не играл в Блиц, да. То есть я примерно себе представляю, то есть уже на почти что генетическом уровне уровень игры шахматиста, да, то есть когда ты чувствуешь, что человек очень сильно играет эту партию. Причем независимо от моего уровня, который, конечно же, сейчас намного хуже, чем раньше, и я не претендую на то, что я там какие-то достижения. И часто я просто плохо играю сам, и очень часто проигрываю партию, никаких сомнений нет, что по делу, что никто ничего не использовал, даже если шахматист не очень сильный. Я просто понимаю, я вижу, что я играл плохо, соперник играл разумно, не сверх блестяще, разумно, и я проиграл абсолютно. То есть тут дело не в результате, даже не в результате. Кстати, иногда у меня есть ощущение, что даже когда я делал ничью или даже выигрывал, у меня было ощущение, что время от времени соперник пользовался какими-то подсказками. Я просто к чему говорю, у Саши Морозевича, у Александра Морозевича какой-то момент, знаешь, ему стало казаться, что уже все читеры просто. У тебя такого нет ощущения, нет, да? То есть нет, то есть ты четко понимаешь, вот сейчас, да, что-то странное, а сейчас вопросов нет, просто человек хорошо в шахматы играет. Да, или просто отдельную партию хорошо сыграл, или я плохо сыграл, разные есть варианты. Опять же, я не стану говорить, что каждый из этих случаев, которые я замечаю, что это случай читерства, нет, безусловно. Ты просто помечаешь, что это немножко сомнительно. Это как-то, соперник играет намного сильнее своего обычного уровня.
И дальше, но этого недостаточно. С этим я бы не стал выходить в эфир. Но дальше, что я начал делать, когда эти случаи стали, на мой взгляд, учащаться, это внутреннее ощущение, что как-то уже очень сильно соперники играют, я начал математически проводить и провел несколько дней, не поленился, просто потому что это важно все-таки, и важно не для меня лично, я уже не играю в шахматы, а вообще для всех честных игроков, то это возможность для них зарабатывать деньги, вообще как-то соревноваться онлайн. И я провел довольно серьезный статистический анализ. Чем, например, хорошо в том числе chess.com, как, впрочем, и другие платформы, некоторые, как Lichess тоже, кстати, у них это есть. То есть есть статистика, есть партии шахматистов и есть такой очень важный показатель среднее качество игры в партии. То есть оно, конечно же, условное немножко, потому что можно разные критерии придумывать. Но самое важное, что каждая партия, сыгранная на сайте, она оценивается по одинаковому критерию. То есть, соответственно, для того, чтобы понять силу игрока объективную, этого недостаточно, конечно же. Но для того, чтобы понять сравнительную силу, это очень четкий показатель, потому что все партии всех игроков оцениваются по одной шкале. И вот тогда я начал изучать это дело, начал с калькулятором, так сказать, сидеть и вот смотреть. И очень много интересного, так сказать, накопал, интересных цифр, которые вот, ну, по крайней мере, как минимум, вызывают серьезные вопросы, то есть как минимум очевидно должны быть серьезные проверки. В таких случаях, когда какие-то шахматисты показывают совершенно невероятный уровень, выше там Магнуса Карлсона условно, но к этому мы вернемся, наверное, во второй части. Первое, что я хочу пока предложить, вот я играл в Title Tuesday, есть огромное количество бесплатных шахмат, так сказать. Ну, два человека собрались, решили сыграть между собой партию. Я подозреваю, и я слышал от многих любителей шахмат, которые любят шахматы, просто не профессионалы, что некоторые мне скажут, что они закончили играть, потому что слишком много подозрений у них. Но так или иначе, это отдельная история, там не присутствует финансовая сторона. Я считаю, что любой турнир с любым призом, Title Tuesday не сверхбольшие призы по профессиональным меркам, хотя, с другой стороны, если они проводятся довольно часто, и я в том числе посмотрел статистику заработков шахматистов, вот общих, да, за все эти там год-два, не знаю, ну там в некоторых счет идет на десятки тысяч долларов. То есть все-таки это какие-то деньги, это не копейки, да, так скажем. Так что, но в любом случае, даже если проводится турнир с призовым фондом $100, все равно это уже другой разговор. То есть, грубо говоря, вообще-то, насколько я понимаю юридически, если мы говорим о том, что использование компьютерных подсказок во время просто игры онлайн без денег, да, то есть без призового фонда, это, ну, моральное преступление, я считаю, то использование подсказок компьютера в турнирах с призовым фондом, насколько я понимаю, это вообще уголовное преступление. То есть это в чистом виде статья мошенничества. Потому что таким образом ты отбираешь у кого-то деньги и там зарабатываешь свои. То есть, как я понимаю, вообще-то это уже намного все серьезнее. Поэтому, как бы, я думаю, что в Уголовном кодексе любой страны есть статья мошенничества, да, воровство, может быть, да, но по сути это является, то есть, как бы это отдельный разговор, поэтому эта проблема очень серьезная. Кроме того, что, ну, кроме морального аспекта, то есть, поэтому вот я и считаю, что турниры Title Tuesday, как пример, берем пример, да, что это все-таки игра на деньги, какие для меня это как бы удовольствие, для некоторых, и не так мало таких шахматистов, для которых это в общем-то, важный достаточно заработок. Это уже все серьезно. Соответственно, первое, это меня крайне поразило, когда я начал играть в этих турнирах, что ты можешь играть такой турнир с призовым фондом, не указывая своего имени. То есть человек абсолютно инкогнито играет. То есть я так понимаю, что администрация сайта знает, кто это такой. Ну, конечно, потому что это Title Tuesday, то есть это Tuesday, в котором может играть только title player, то есть от международного мастера. Да, и от мастера ФИДа, по-моему. От мастера ФИДа, да. Да, но соперник временами просто ты не знаешь, с кем ты играешь. Не только нет фамилии игрока вот в нике, но нет даже в профиле. То есть ты просто не знаешь, что это за человек.
То есть я считаю, что это абсурд. Это абсолютно, на мой взгляд, абсолютно абсурдная ситуация. То есть я не говорю уже о том, что человек, который играет с тобой, он знает, с кем он играет, ты не знаешь, с кем ты играешь. То есть у него безусловное преимущество есть. Так. То есть ты даже примерно не знаешь, с кем ты играешь. Да, то есть и я считаю, что это просто надо исключить сразу. Это по каким причинам? Первое, что человек в таком случае, если он, скажем, игрок с титулом, он должен регистрироваться под своим именем. По каким причинам? Первое, как я понимаю, в уставе платформы, в том числе chess.com, ты не имеешь права иметь больше одного аккаунта. То есть ты таким образом гарантируешь, что ты не можешь иметь больше одного аккаунта. Первое. То есть второе, каждый человек знает, то есть каждый человек может посмотреть партии этого шахматиста в любой момент, и он знает, кто это такой. То есть ты можешь сравнить его силу игры, скажем, в шахматах, вживую и в онлайн. Третий важный момент, который я уже говорил, что нельзя давать преимущество любому игроку, да, то есть когда он знает, с кем играть, ты не знаешь. И четвертое, что может быть самое важное, в случае, если этот человек забанен будет, то есть это некая угроза имиджа, все знают, кто это такой. Потому что сейчас, по сути, есть игроки, которые, конечно, топ-игроки все и так знают, но есть некоторые игроки уровня там международного мастера, условно, которых банят, но никто вообще не знает, кто это был, кроме администрации. И, по сути, он потом открывает новый аккаунт и может так до бесконечности играть без малейшего, по сути, наказания, без малейшего. Да, то есть я считаю, что по всем этим совокупности причин это абсолютно неправильно. Я говорил с одним топ-игроком, он даже об этом тоже не знал, он играет иногда в этом турнире, и он тоже был, конечно же, это безобразие, это абсолютно неправильно. То есть это, по-моему, очевидная вещь, которую надо сделать, это будет хорошо для всех. Да? И это один из первоначальный, так сказать, метод борьбы с читерством онлайн, потому что намного будет, скажем так, сразу это отсечет какое-то количество людей, которые не могут спрятаться за псевдонимом, которые знают, что в случае, если их поймают, все будут знать его имя, фамилию, и я думаю, что довольно большое количество, процентное отношение этих людей все-таки им это будет неприятно, и они не станут этого делать только поэтому. То есть это первый. Теперь второй, можно по-разному, скажем так, в разном очередности это делать. Допустим, второй. Вот, что меня тоже крайне удивило в турнирах Title Tuesday, что стриминг. Стримеры во время партии. То есть это я не к тому, что я отлично понимаю, что это популяризирует турнир, популяризирует сайты, может быть, даже шахматы в целом. Но я посмотрел, просто мне стало интересно, я посмотрел пару стримов, и, честно говоря, был шокирован. Шокирован чем? Стримеры во время партии имеют право, то есть смотрят на чат. То есть у них идет чат. И они смотрят и иногда общаются с чатом. Но я извиняюсь, нет, Илья, ты же знаешь, что у тебя в чате что происходит, когда я комментировал же часто на твоем канале, я знаю, Да. вот чат там постоянно пишут, это грубая ошибка, вот сейчас там конь f5 выигрывает, сейчас оценка +6. Я не понимаю, как можно разрешать игрокам во время партии смотреть в чат. Это же, потому что они-то не виноваты, наверное. То есть, человек просто, мы отлично знаем, что люди часто пишут, могут написать, ты не в состоянии контролировать, что они напишут. То есть, они могут тебе подсказать выигрывающий ход в любой момент. То есть, ты, по сути, то есть, для меня это было абсолютно каким-то... Я сначала был уверен, что, наверное, какая-то задержка в трансляции есть у чата, но не может такого быть, что ты можешь... Но есть, если ты играешь в некоторых турнирах Chess.com, например, командный турнир, в котором мы успешно в полуфинале проиграли, там была, или в четвертьфинале, там была задержка. То есть ты не имел права стримить без задержки. Не, конечно, но я знаю, что я играю в этих турнирах Global Chess, кажется, называется, в Rapid. Да. Там вообще камеры стоят, там ты должен показывать комнату, там твой компьютер могут залезть, то есть это другая ситуация, там нет вопросов.
Но мы говорим все-таки Title Tuesday, например, это турнир с финансовым, ну, с Ну да, деньгами, там с этого деньгами, нет, да. да. Мгм. Там нет вообще, то есть мало того, что нету особых мер, это ладно, я понимаю, что устроить, так сказать, Zoom на там 400 человек невозможно, я это понимаю, но хотя бы минимальные меры, хотя бы, не, ну, очевидно, которые, в общем-то, в кодексе шахмат, да, что ты не имеешь права ни с кем общаться во Мгм. время игры. Это невозможно проконтролировать, если человек не стримит. Но если человек стримит хотя бы базовые вещи, то есть, по сути, чат – это общение. То есть, ты с кем-то общаешься по ходу партии. Это строго-настрого запрещено в любом турнире, там, да, в любом турнире. Это по правилам шахмат. Мгм. Почему это разрешается здесь, я не понимаю. Второй момент, который меня тоже очень удивил, это наушники. В основном почти все, да, как я понимаю, стримеры сидят в наушниках. Ну да. Ну как, если, ну давайте, если ты придешь на партию чемпионата мира по блицу, в наушниках сядешь в партию, ну, Нельзя. сомнений нет, Нельзя. что ты не начнешь эту партию. Тебе арбитр тут же скажет, снимай наушники. Это Нельзя. очевидно. Почему разрешают играть, почему можно, вот сидят люди, вот они сидят в наушниках, опять же, то есть мы отлично понимаем, есть там программы уже, которые даже могут, я опять же не говорю, что там все или даже кто-то из тех, кто сидит, что они этим занимаются, но как бы это дает возможность элементарно получать подсказки через наушники. Да? Это дает эту возможность. То есть мы говорим о чем? О том, что мы боремся реально все-таки с читерством, если мы реально боремся с этим, да, как, по крайней мере, претендуют все платформы, фиды и все вообще, все хотят бороться с читерством, да, Мгм. ну, тогда хоть что-то сделать, ну, хотя бы минимальные какие-то правила, которые, ну, не дают совсем уже просто это делать, да, то есть, которые нарушают, в принципе, правила фиды. Это мне, Мгм. ну, это мне напоминает этот анекдот, да, старый, потому что все говорят, какая-то большая проблема читерства, и как сложно с этим бороться, и вот что мы пробуем, пытаемся, но это безумно сложно. Это мне напоминает этот анекдот, да, который, когда человек постоянно приходит каждое воскресенье в церковь, Мгм. и он молится и спрашивает: Господи, ну я вот такой бедный, у меня семья бедная, денег не хватает, не доедают дети. Ну дай мне, пожалуйста, ну я тебя очень прошу, я же очень верный тебе, я молюсь, каждое воскресенье прихожу в церковь, соблюдаю все заповеди твои. Ну дай мне выиграть в лотерею, ну там $1 000 000. Мгм. Ну, пожалуйста, мне же так это важно. Ну, и вот так вот постоянно происходит, как бы, и в какой-то, в один из, наконец, дней, вдруг после этого, после всего этого такой свет сверху, да, такой гром, и такой сверху голос, который говорит: ну, сын мой, ну ты тоже помоги мне хоть, ну купи хоть раз лотерейный билет, Мгм. да, Мгм. то есть вот тут примерно похоже получается. Мы вроде боремся, но самые базовые вещи, ну вы хотя бы тогда все, кто борется, в кавычках или не в кавычках, ну вы хотя бы базовые вещи делайте. И вот, скажем так, следующие будут вещи, тоже они относятся к совершенно базовым вещам, да, то есть которые, ну, надо сделать. Насколько это поможет? На 50%, на 30%, я не знаю, ну точно поможет. Да? Ну, это же очевидные вещи. Да? Можно допускать стримы во время игры, но только без чата, без какого-либо Ну, то информации есть о том человеке. использовать те ограничения, которые Ческом вводит на всех турнирах, кроме Title Tuesday. Но это вот стриминг, это, знаешь, Да, Володь, но да. это, да, сейчас я просто хочу сказать, что, то есть, когда мы видим человека, он сидит в наушниках, смотрит в чат, это странно, я согласен. Но 99% игроков играет без стримов, и там мы вообще не знаем, что происходит. Вот Это как с правильно. этим бороться, да? Нет, это другой вопрос. Но начнем с того, что когда мы это видим, понимаем, вот Да. эти 99% игроков, они видят, что стример или стримеры, они, в общем, могут почти все делать, да, то есть я имею в виду, что нету реальных ограничений у них. Ну, а что мы хотим от тех 99%, которые, в общем-то, которых никто не видит? Да, мы просто подаем плохой пример. Ну, как бы борьба, она должна быть в том числе как бы внешняя, да, то есть показать, что нет, вот так нельзя, так нельзя, так нельзя.
И, соответственно, то есть, мне кажется, очевидно, правила должны быть, что стример он может стримить, играть партию, комментировать для своих поклонников, там, подписчиков, но он не имеет права делать ничего больше, никаких наушников, ничего, потому что раз уж его видят, да, вот он должен соблюдать это правило. Да, никакого да, чата, это безусловно, и понятно. так далее. Да. Так, если ты хочешь делать с чатом, мне, наверное, скажут, вот, можно чат, там, да, это очень важно. Ну, сыграй матч после турнира, вызови другого стримера, и вы играете матч, если вы хотите дать, дать какое-то удовольствие там своим подписчикам. Если согласятся оба, да, то есть это нормально, пожалуйста. Но для того, чтобы человек, скажем, разрешено было нарушать правила, по сути, честно говоря, это так, это разрешение нарушения правил, да, ФИДы, по крайней мере, правил шахмат, что ты не имеешь права в наушниках быть, ты не имеешь права смотреть, что тебе кто-то говорит, да, или слушать кого-то, то для этого нужно согласие всех участников. Ну да, я так понимаю. Вот если соперник на это согласен, надо спрашивать, согласен, не согласен. И если он согласен, пожалуйста. Если не согласен, нет, потому что все-таки это нарушение правил. Но вот сразу скажу, я не согласен. Я не согласен, причем это не относится к даже не подозрению. Я уверен, что многие, если не все там стримеры, они не, ну, по крайней мере, большинство, они честные играют. Но просто так нельзя, по сути. Это дает очень плохой пример. Еще один такой момент, это уже, наверное, тема для отдельной, так сказать, разговора, если кому-то это интересно. Я немножко посмотрел стримы. Советую многим тоже их посмотреть внимательно. Я могу только сказать, что некоторые, были очень много интересного услышал и увидел. Вот так я скажу. Поэтому просто, если хотите, посмотрите. Что мы должны смотреть, Володя? Ссылку Что давай. хотите, посмотрите стримы игроков во время турниров, Title Tuesday. Есть какие-то моменты немножко странные. Вот на больше я не претендую, но есть моменты, я думаю, что каждый, если внимательно будет смотреть, может что-то для себя подчеркнет, может не подчеркнет. Но просто это отдельная тема, к которой, может быть, мы еще раз отдельно вернемся. Стример — это пунктиром. На самом деле главное не это. Мы только подходим к главному. Да, главное — это как улучшать античитинговые меры, как улучшать понимание, так сказать, кто играет честно, кто нет. Вот это главная тема на самом деле моего рассказа, и здесь у меня есть какие-то предложения абсолютно математические, абсолютно Давай. логичные, да, на мой взгляд. Начнем с того, что, насколько я знаю, у chess.com, у FIDE тоже, да, есть какая-то античитинговая программа, которая анализирует и потом выводит свой вердикт. Правда, меня немножко смущает, что, по-моему, финальная часть этого вердикта, то есть после того, если программа считает, что человек играл не сам, то в итоге еще дается на утверждение уже людям, шахматистам которые финальный вердикт выносят, что, честно говоря, странно. То есть, если получается, что их мнение решающее, а зачем тогда программа? Зачем тогда программа? Да. Тогда можно сразу показать, да, людям. Конечно, да. То есть программа, она для того и существует, чтобы она была максимально точна, иначе ее вообще не надо применять. Если она если у нее нет большой доказанной точности. Но если ее уже применяем, она должна давать вердикт, потому что тогда как-то все происходит автоматически, и не будет никаких возражений, что там эмоции, кто-то против тебя, кто-то за тебя. Нет, это программа, да. Но для этого она должна иметь доказанную высокую точность. Насколько я знаю, у меня был разговор один с человеком, который представлял, скажем так, одну из самых крупных античитинговых программ. В общем, никаких экспериментов независимых по точности, скажем так, действия этой программы проведено не было. Очевидно, есть эксперимент. Я не знаю, стоит ли, я сам решаю, я могу вкратце рассказать, как он должен проводиться, для того, чтобы иметь математическую точность того, насколько программа хорошо ловит читинг онлайн. Я не знаю, рассказать мне быстро? Я не думаю, Володь. Мне кажется, надо к главному перейти да, как-то, знаешь, давай есть, прям по существу.
Она есть, да. Не, это тоже по существу, на самом деле. Ну ладно, я просто к чему? Я хочу сказать, что эти программы, они не доказали свою эффективность пока. И на тех примерах статистических, которые я сейчас расскажу, это, ну, тоже, мне кажется, очень странным, что в общем-то, очевидные статистические есть, так сказать, вопросы, но программы, как я понимаю, даже не то, что не банят, но даже не проверяли особо никого. Один из главных показателей, я не знаю, применяется ли он или нет, но я не слышал еще об этом, но он мне кажется очевидным, это разница между уровнем игры онлайн шахмата и офлайн шахматами одного шахматиста. Ну, на мой взгляд, это очевидно, да, что уровень именно игры, результаты могут быть довольно, ну, сильно разниться, потому что, например, шахматист может блестяще владеть мышкой и где-то там на секундах Флаги рубить. флаги. Или наоборот, плохо владеть мышкой и как бы там, ну, все равно, ну, то есть результаты могут тоже, конечно, это не будет какая-то громадная разница, но все-таки будет. Но качество игры, вот этот вот как бы уровень игры, да, который в цифрах измеряется, он не может быть сильно другим. Потому что если ты с мышкой просто рубишь флаги, это все равно твой уровень игры не улучшит. Это просто, да, соответственно, мне кажется, это один из главных статистических показателей, которые, в общем-то, очень важно брать в расчет. И если довольно часто есть вот люди, которые играют и так, да, достаточно много партий и онлайн, и офлайн. И я уверен, что можно вывести на предмете, почему, кстати, очень важный момент, почему у нас вот эта статистическая выборка математическая, она должна работать в этой сфере, потому что огромное количество партий накоплено. Огромное. Да? То есть мы же понимаем, что на малой выборке, которую я буду сегодня, о которой расскажу, она не такая маленькая, но все-таки выводы делать еще нельзя на этой выборке. В Title Tuesday, я не знаю, сколько уже партий было сыграно за все годы, я думаю, сотни тысяч, если не миллион, да, это громадная выборка. И посадить любого достойного, я бы не сказал даже математика, первокурсника математического факультета, я уверен, что обработав эти данные, будут выведено огромное количество закономерностей, которые вот этого не случалось там никогда. Вот это случилось 2 раза там за 5 лет. То есть, соответственно, в чем идея? На основе этой громадной статистической базы ты в итоге вырабатываются некие формулы, которые вот это не может быть. Если человек, скажем так, по 3 параметрам, там, вероятность вот результата его уровня игры ниже процента, но это по сути, да, потому что это по сути бан, да, сразу должен быть, потому что мы знаем, что даже анализ ДНК, вообще-то на основе которого в криминалистике вообще-то на электрический стул сажают, да, иногда, он тоже не стопроцентный, там 99 и сколько-то, да, то есть мы никогда не будем иметь 100%, но если ты математически доказал, что вероятность там ниже процента, то, что человек, что это вообще возможно, наверное, это достаточно для автоматического, так сказать, бана. Так что поэтому вот онлайн шахматы и офлайн шахматы это один из примеров, только один из показателей. Моя идея в чем? Что нельзя брать один единственный и на основе него, скажем, там первая линия. Нет, этого недостаточно. Это легко всегда можно обойти. А вот совокупность показателей, совокупность вероятностей математически выверенных, да, то есть, мне кажется, можно заплатить $1,5 там математику какому-то, даже начинающему, который обработает эту базу данных и выведет огромное количество вероятностей. И дальше по этим вероятностям ты в итоге определяешь, да, то есть это очевидно, на мой взгляд. Одна из них вот онлайн шахматы, разница. Вот я, например, провел маленький эксперимент с одним игроком. Опять же, не хочу называть имя, потому что это не доказывает, это еще не доказывает, это просто серьезный вопрос задает. Он один из главных претендентов на призы практически в каждом Title Tuesday, который он играет, по крайней мере, всегда где-то наверху. Я вот когда играю, вижу, что всегда где-то там наверху, высокий рейтинг, там примерно уровня Федосеева, Грищука, где-то в этом диапазоне, да. А Федосеев, Грищук, Грищук троекратный чемпион мира по блицу. Так вот, я с этой точки зрения решил проверить, потому что я знаю, что это хороший шахматист, но звезд с неба никогда особо не хватало, да. И смотрю, как же так он, блестит, талантлив, наверное, да, здорово играет в блиц. Я посмотрел, а как он играет в блиц офлайн.
вживые в шахматы. Проверил, вот последние 3 первенства мира по Блицу. Это 19 год, 20-м не было из-за пандемии, 21 год, 22 год. Результат меня шокировал, честно говоря, потому что выше, ну скажем, да, выше 60-го места ни в одном из 3 он не поднялся. 60-го. При том, что все конкуренты, практически все, да, известные конкуренты, как Грищук, там, Федосеев, то есть они всегда практически в двадцатке, чаще в десятке, иногда выигрывали или в тройке, да, стабильно. Там, в общем-то, в конце сотни, в конце первой сотни. Опять же, 3 турнира. Один может не пойти, 3 подряд, это все-таки о чем-то говорит. То есть это говорит о чем? О том, что надо очень серьезную проверку делать. То есть вот в таких случаях надо, все, это некий вот такой красный сигнал, проверяем. Поэтому это один из моментов, который я советую и уверен, что это работающий момент, что надо четко проверять онлайн, офлайн. Если разница в силе игры слишком высока, слишком, ну, реально громадная, вот как в этом случае, это, ну, там минимум 100 пунктов рейтинга, если не больше. Ну, скажем так, начинаем дальнейшую проверку, да, то есть все, человек под если не играет онлайн? Ну, тогда офлайн, не играет человек. Да, тогда этот принцип не действует. Правда, для меня немножко странно, когда человек, блестяще играющий онлайн в Блиц, зарабатывающий деньги, почему-то не будет играть в чемпионате мира, да, по Блицу, где призовые намного больше. Ну, мне это странно, но опять же, это право шахматистов всегда так делать. Но тогда почему я и предлагаю много разных компонентов, но этот компонент один из тех, которые вот я на примере показал, что, в общем-то, на нем можно тоже работать с ним, да? Это один компонент. Ну, и главный компонент – это вот статистика. Кстати, я забыл упомянуть по поводу своего имени. Вот буквально недавно я играл Title Tuesday. Да, и это, кстати, это на самом деле очень важно для российских шахмат. Кстати, момент будет. Надо всем обязательно это взять на заметку, значит. Я играл в том числе, вот был шахматист один, он под псевдонимом, как я понимаю, он из России, по косвенным признакам, что это россиянин. Я хочу его разыскать, потому что написано «Международный мастер». То есть это не гроссмейстер, который, ну, совершенно фантастически со мной играл. И в одном турнире обыграл Дуду, значит, обыграл меня, Андрейкина, Сюгирова. В одном турнире с качеством игры, вот показатель качества игры 93,5 в этих партиях, что, ну, крайне редко Карлсон этого достигает. Давай только объясним, это важные цифры. Что такое 93,5? Я к этому вернусь, да, к этому мы дальше пройдем. Я просто к чему говорю, что это не гроссмейстер даже, международный мастер. Я попробовал найти, кто это такой. Невозможно найти. То есть нету псевдоним, фотография на профиле явно чужая. Какая-то стоит фотография. Международный мастер, видимо, из России. То есть как я понял, если шахматист, скажем, возрастной, ну, то есть он играл долго в шахматы и не стал гроссмейстером, не смог стать гроссмейстером, остался международным мастером, но уровень игры, который был показан в этом турнире, в этих отдельных партиях, он, ну, топ гроссмейстерского уровня. То есть это нереально абсолютно. Значит, скорее всего, это шахматист молодой, талантливый молодой шахматист. Другого объяснения у меня нет. Если талантливый молодой шахматист так играет, ну, у нас же был лозунг, да, вернуть корону в России. Ну, вот я с абсолютной уверенностью могу сказать, что если так играет шахматист там 15-17 лет, у него хороший шанс стать чемпионом мира. Поэтому я хочу обратиться, вот фраза известная Зульфия «Открой личико». Ну, пожалуйста, нам же нужны таланты. Ну, вот шахматист фантастически совершенно играл. Да, и никто не знает, кто он такой. Он россиянин, судя по всему. Уровень игры в Блиц, ничья с Грищуком в том числе, там, ничья с Араной. То есть, ну, средний уровень в этом турнире шахматиста этого был 90,1. Потом сейчас расскажу, что это означает. Но я сразу скажу, что это лучший показатель турнира Карлсона из 13. Самый лучший 91 был. Он сыграл 13 в этом году.
91 был лучший показатель. У этот шахматист, видимо, молодой талантливый международный мастер, тоже 91 показал. Он уже в прошлом, Володь, понимаешь. Да, мне тоже кажется, что вот я хочу, чтобы Эпоха вся общественность, российская общественность слабо. нашла этого человека, и мы все-таки сделали из него чемпионом мира, потому что он должен, с таким талантом безумно, он должен стать чемпионом мира. Вот, например, это к чему, почему ники важно, да, иметь. А теперь, перейдем к статистике. Я не знаю, может быть, Илья, что-то ты в промежутке хочешь сказать, потому что получается немножко такой монолог мой. Может быть, какие-то замечания. Я просто хочу, чтобы ты очень, может быть, коротко, но теоретически, вот, потому что это статистический показатель, это все-таки самое важное, потому что, еще раз говорю, стримеры это, единицы. Это единицы. Да, конечно, если играет 200 человек, стримят там 5, условно, конечно, да? Один из них там какой-нибудь Накамура, который эти вторники через один выигрывает. А вот этот статистический показатель на ческоме, он невероятно важен, потому что он, в общем, учитывает очень много факторов в игре человека. Качество хода, соответствие линиям каким-то, да, потому что, по первой линии, какой-то дурак будет сидеть и по первой линии шпарить. Это же все шахматисты, которые умеют играть. Да. Дебют сам играешь, метельшпиль сам, сложная тактическая позиция, быстренько по компу 2-3 хода, получил решающий перевес, да и добивать может уже сам добиваешь. Там конечно. Когда с компом играешь наверняка очень уверенно. Да. Поскольку знаешь, что даже если что, всегда там подглядел. Но вот люди, которые просто сидят у себя дома, играют без стрима, у них невероятно есть, соблазн смотреть в компьютер. И ты не можешь выиграть. Но ты не можешь выиграть партию у очень сильного шахматиста, скажем так, да, давай так, ты не можешь выиграть партию шахматистов, которых наши зрители знают. Грищук, Дуда, это все уважаемые люди. Дуда обладатель Кубка мира, Грищук трехкратный чемпион мира по блицу. Это люди, которых мы знаем что они играют очень сильно. Если ты играешь плохо и 2-3 раза за партию посмотришь в комп, тебя это не спасет. Скорее всего, тебе нужно очень сильно играть. Или смотреть чаще 2-3 раз, да. Да, или смотреть чаще 2-3 раз. То есть вот что это за показатель и как мы определяем, это просто сильный шахматист или мы понимаем, что вы слишком высокий показатель для шахматиста этого уровня? Начнем с того, что я давно в шахматах. Я еще не знаю истории, чтобы шахматист, грубо говоря, уровня 2500 обыгрывал достаточно стабильно, боролся на равных с топ-десяткой даже в блиц. Я таких случаев не слышал. Просто вообще никогда не слышал. Были какие-то истории Арбаков, Чепукайтис, но все это немножко легенды. Я один раз присутствовал, при том, что Арбаков, великая легенда блица, да, о нем ходили легенды, он с Выжманавиным сел играть. Выжманавин очень сильный шахматист и блицор, но даже не топ. При всей этой легендарности Арбакова он его вынес просто там 8-2 где-то. То есть, не может шахматист, как бы он здорово не наигран был в блиц, не может шахматист уровня 2600, там 2550 стабильно играть на равных с Грищуком, Карлсом, Накамурой. Невозможно. Это не бывает. Извините, но чудес не бывает в шахматах, да. Но мы можем перевести это, соответственно, в некую математическую, статистическую связь. Значит, что получается? Соответственно, опять же, первая линия, там же можно подсмотреть, можно специально зевнуть даже, но все равно в выигранной позиции. То есть ты можешь, скажем, сейчас уже даже есть программы, я видел на эту тему видео, которые имитируют игру человека. То есть, которые специально играют так, чтобы не поймало по этим первым линиям. То есть, иногда делают ошибки, все это есть. Они даже автоматически просто играют. То есть, надо отдать себе отчет, что практически нереально уже. Кроме, скажем, игроков уровня первого разряда, которые играют как Карлсон, да, постоянно. Но тут все понятно. Но иначе абсолютно нереально поймать кого-либо, доказать что-либо по первой-второй линии. Это уже не работает в современном мире. Соответственно, но что, безусловно, математически работает, это общий уровень игры на длинном отрезке. Даже один турнир, хотя один турнир там можно тоже, на длинном отрезке. И вот, скажем, в итоге что я сделал? Есть после каждой партии, у каждого игрока сохраняются партии. Я брал только Title Tuesday,
Ну, Мгм. просто для чистоты эксперимента. Очень важно, я убирал все партии до 30-го хода, которые закончились. Потому что там может, ну, кто-то в 5 ходов сделал ничью, просто у него будет там 100% показатель. Да? Кто-то выиграл по дебюту, поймал по дебюту, в 20 ходов выиграл, у Мгм. него Мгм. 100%, а другой в 20 ходов, там, с 5-го начал играть, у него будет там намного меньше. То есть это то, что называется на языке Data Science, это noise, шум, убрать шум, то есть убрать данные, которые могут помешать общему выводу. Соответственно, вот это я сделал. Мне кажется, это должно уточнить вот итоговые данные. И дальше что я делал? Я брал партии шахматистов, брал вот эту оценку, она по одной схеме, да, у всех. Общая оценка игры, уровня игры, Мгм. скажем, да, в конкретной партии, потом складывал, делил на количество партий. И получал общую, в том числе, оценку уровня игры в турнире. И вот что у меня интересно получилось. Вот я могу зачитать, я эти Давай. цифры записал. Я что хочу сказать, что для этого нужно некий иметь, да, вот валюту, как резервная валюта, золотой стандарт. Я предлагаю всем, я вот в первую очередь сделал главной валютой, это я называю это магнусы. Один магнус. Да. То Один есть вот Магнус, да. игру Магнус. Но у меня есть и один Накамура, один Каруана тоже, кому как нравится. Ну, Я, от Магнуса отталкиваться проще. Он, давай да, так скажем, помимо всего прочего, бла-бла-бла, Магнус действующий чемпион мира по блицу. ну и он кучу раз выиграл, и понятно, Да, что ну он просто гениальный действующий игрок. чемпион мира по Да. блицу и быстрым Ну, то есть, шахматам. Неплохо как бы это играет. самое, Все. это логично взять его Да. как эталон, хотя я на всякий случай взял и Сашу Грищука, трехкратного чемпиона мира по блицу, и Накамуру, безусловно, фантастического блиц игрока, что он доказывал и онлайн, и офлайн. Да. Вот какие у меня вышли результаты. Магнуса я проверил последние 13. Может быть, я один упустил, не знаю, потому что я вручную это делал, Да. калькулятором, конечно. Я проверил его, значит, последние 13 турниров, по-моему, с начала года. Он сыграл 13 Title Tuesday. Может быть, больше, но я не брал турниры, где слишком много коротких партий, потому что тогда получается выборка маленькая. То есть я брал турниры, где хотя бы 8 было партий длинных, больше 30 ходов. Соответственно, у меня получилось. Магнус Карлсон сыграл 13 турниров. Средняя точность за 13 турниров 87,1. Мгм. Самый лучший турнир, который он сыграл, его точность по всем партиям этого турнира была 90,2. То есть это Мгм. мы берем как некий, да, вот это 13 турниров, это много, это реально много, да, то есть это некий такой средний уровень. Давайте, я посчитал на всякий случай, посчитал по несколько, по 4-5 турниров, еще нескольких игроков, которые мы, ну, все понимаем, что это одни из лучших игроков мира и в шахматы, в принципе, и в блиц, и что они не читеры, да, все отлично это Да. понимают. Они это много раз доказали. Каруана, следующий, Каруана, он выиграл, между прочим, последние два Title Tuesday. У него вообще довольно низкий средний, 86,1 за 5 Мгм. турниров. Но 2 из них он выиграл, кстати. Мгм. Да, то есть это его средний уровень за 5 турниров, а это не так мало, 5 турниров. Да? Мгм. Дальше, дальше идет у нас Накамура. Фантастически бы выиграл больше всех Title Да. Tuesday. Я взял 5 его турниров, все в этом году. Да? То есть, и я не выбирал специально, я просто брал вот на обум, вот одни из последних. 5 турниров, он 2 из них выиграл. Средний показатель 87,4. Мгм. Причем, сразу скажу, из 5 игроков, которые я посмотрел, то, ну, меня, правда, я себя тоже для интереса посмотрел, но я не являюсь игроком этого уровня, но тем не менее. Я просмотрел 31 турнир, только в одном турнире, вот все эти 5 игроков превысили 90, отметку 90. Правда, вот последний турнир двое тоже превысили. Но, в принципе, это Мгм. крайне редкая вещь. То есть превысить общую оценку. Вот Магнус 92, да, лучший результат был. Не общую, а среднюю. Среднюю. Ну, общую Мгм. я имею в виду по турниру, не по Да. отдельной Да. партии. Мгм. Дальше, Грищук. Я просмотрел 4 турнира его. Мгм. Ну, конечно, я же, опять же, это не моя задача делать выборку там, я бы потратил месяц для этого, я все-таки надеюсь, что это сделает chess.com автоматически, автоматизированно, это за 2 часа, наверное, все это Мгм. раскладываться будет компьютером. Я просто для примера, чтобы показать, как бы, что есть
в общем-то, странные некоторые вещи. Так. Верещук не выиграл ни одного турнира, правда, выиграл недавно, последний Title Tuesday, но за 4 турнира его средний 87,8. Выше, чем у Накамуры, кстати, и у Каруаны. Ну, что неудивительно, он совершенно фантастический игрок в Блиц, да. И я себя просто ради интереса, не потому, что я отношусь к этому, я очень нестабилен, плюс не умею играть с мышкой на малом времени, то есть я, конечно, безусловно, слабее их, но, тем не менее, у меня из 4 турниров, которые я взял, ну, такие хорошие, да, а я почему брал хорошие? Не, у всех прилично, я плохих не брал, чтобы потом сравнивать, я для этого только. То есть это хороший показатель, это не плохой показатель. У меня за 4 турнира я один выиграл как-то неожиданно даже. Средний был 87,4, как и у Накамуры. Ну, понятно, что если взять 10 турниров, у Накамуры будет выше намного. Но для чего я это привожу? То есть мы зафиксировали цифры. Магнус, как бы один Магнус это 87,1, средний из 13 туров. Да? Конечно, из 4-5 там повыше, но тоже 88, может быть, не намного. Один турнир только за 90 вышел, остальные четверо ни одного турнира не вышли за 90, в этом, по крайней мере, отчете. И средний 87,4, 87,4, 87,8. И Каруана как-то почему-то, видимо, стиль вокруг 86,1 всего, но при этом выиграл тоже 2 турнира. Берем такой, да? То есть это некая статистика. Теперь смотрим статистику некоторых шахматистов, которые очень успешно играют в этом турнире. Опять же, не хочу называть имен, просто по причине того, что это не является доказательством. Я не хочу, чтобы у них возникли какие-то проблемы, начали их там в чем-то обвинять. Я просто хочу, чтобы показать на примере, что, во-первых, это работает, что это заслуживает дальнейшей проверки. Все, что я хочу сказать этим, да. Но, тем не менее, цифры очень странные. Скажем, вот шахматист, о котором я упоминал, который при блестящей игре онлайн на чемпионатах мира выше 60-го не поднимался за последние 3 чемпионата. У него 4 турнира, я посмотрел, последних 4 турнира, которые он играл, там, ну или из последних 2 месяца. У него 88,3 средний. То есть это выше всех. Выше всех 5. Значит, другой шахматист, тоже, ну, как бы все знают, что хороший шахматист, Блицов, все, но тем не менее, ну, вот эти шахматисты, о которых я сейчас говорю, без упоминания имен, ни один из них, по-моему, выше 650 рейтинга не имеет в классических шахматах. Да? То есть это другой уровень в шахматах, другой, ну, объективно значит, другой шахматист, тоже 4 турнира я посмотрел, средний 86,7, ну, выше Каруаны, но пониже остальных. Но, правда, один раз выиграл с результатом 91, то есть, который только Карлсон показал, да. Ну, заслужит, наверное, того, чтобы чуть-чуть дальше проверить, да, то есть я не стал этого делать, но я подозреваю, что цифры довольно... Вот один шахматист меня поразил вообще, просто поразил, то есть я проверил сначала 4, потом 7 турниров решил проверить. Он вообще, я, честно, не знал о существовании этого шахматиста, ну, наверное, какой-то молодой, но, в общем, ну, я посмотрел рейтинг в районе 2600. И классику, и, кстати, в Блиц тоже, офлайн Блиц рейтинг. Я проверил, я увидел, что он выиграл какой-то турнир в какой-то момент, проверил, посмотрел 7 турниров в итоге. То есть он дважды показал результат средний по турниру 91,2, а один раз 92,2. То есть, чтобы понимать, 92,2 это просто космос. 92,2 из 10 там партий, ну, условно, 1, максимум 2 обычно короткие, но из 9 это космический просто уровень, да. Вот 2 таких результата. При этом остальные пониже, но тоже очень серьезные. Средний 87. 87, то есть, ну, почти как у Магнуса, получается, выше Каруаны, да, там, ну, где-то вот как, да, как у нас там с Грищуком, у Накамуры, вот как-то так получается, да. Странные немножко цифры, то есть я к чему, что, ну, наверное, стоит проверить. Я не понимаю, почему не проверяются эти игроки, потому что, ну, так, по идее, быть не должно. Ну, я уже не говорю про этого российского таланта, который
тоже там всех обыгрывал, топ игроков. И вот хочу сказать, что на всякий случай я просто так просмотрел. Было 2-3 матча шахматистов вот этих. Например, вот шахматист, у которого большая разница между онлайн и офлайн шахматами, он сыграл матч с Магнусом Карлсоном по 3 минуты, тоже онлайн, из 10 партий, просто такой же товарищеский. По уровню игры у него, ну, примерно такой же, как у Карлсона. Я имею в виду, вот, именно качество игры в турнирах Title Tuesday. В этом матче, опять же, это не показатель, всякому, да, то есть, но это, скажем так, на мой взгляд, очевидно странная статистика. В этом матче он закончился счетом 9-1 в пользу Карлсона. То есть это просто уничтожение было полное. Хотя почему-то, когда играется на деньги в турнире, уровень одинаковый примерно игры по качеству. Другой шахматист, вот, который 92,2 показал, что является вообще самым высоким результатом из всех топов пока, из тех, что я смотрел за там 40-30 турниров, да, никто такого не показал среднего. Он сыграл один раз Накамурой по 3 минуты, но он, кстати, очень достойно держался, всего лишь 2,5 на 7,5 проиграл. При том, что Накамура за эти турниры, которые я смотрел, у него было самый большой 89,3. Это было первое место он занял с результатом 89,3. То есть, ну вот как бы такая статистика, это просто только часть. Потом по этой выборке в итоге, которую я провел, получилось что? Что Карлсон, Каруана, Накамура, я, Грищук, ну, опять же, я в стороне, но тем не менее, из 31 турнира, который я проверил, превысили показатель средний 90 точности игры, уровня игры, один раз. Как ни странно. Всего один раз. Просто большая стабильность. У Карлсона дикая стабильность. У него всегда между там 87 и 89. То есть на этом и стоит, да. Да, это все, да. Но, правда, один раз даже у Магнуса был показатель 83,4. Я подозреваю, что это как раз с того турнира, где он играл в черных очках. Потому что по-другому объяснения я этому не... Но в целом 87, 87,9, 88,5, 88,7, 88,7. Очень стабильно, да, то есть, но как? Это же Магнус. Почему у него не 92 хотя бы раз? Ну нету такого, да? Почему-то нету. Он стабильный. Я, например, у меня есть какие-то очень хорошие турниры. Да, вот недавно я вообще вышел за 90, даже 91 показал. Вот, кстати, это тоже очень интересная вещь. Нет, потому что я 10 место занял с результатом 90. Да, вот как-то так выходит. У меня вот один из последних потому турниров... что там не все же, там результат не совсем зависит от качества. Тебе там кто быстрее, там что-то на мышку нажал, там, ну, было, нет, там это, кстати, тоже очень интересно. Вот не знаю, я посчитал, это было для меня удивительно. Я чувствовал, что я хорошо играю, я чувствую, что голова соображает. Но после турнира я начал смотреть, и я просто удивился, у меня был какой-то невероятный. То есть у меня был 91,2, значит, 91,4. Это просто высочайший уровень игры, то есть в среднем. 91,4 я занял 10 место, потому что, ну хорошо, там где-то в конце турнира какой-то очередной, я извиняюсь, придурок там сбил мне флаг там в эндшпиле, да, но даже если бы я выиграл, я все равно в тройку не попал, по-моему, 4 занимал, но при этом я сделал 3 ничьи, да, то есть выиграл турнир человек, который 90,1 набрал, тоже высокий результат. Но неважно, дело не в этом. Дело в том, что я посмотрел, думал, как же так получается? 91,4 это что запредельное. Как я еле-еле там в тройку попадаю, даже если бы я выиграл ту партию, просто я не умею с мышкой играть быстро. Я посмотрел средний уровень игры моих соперников. Я посмотрел. Ну, особенно если убрать первый тур, обычно там слабенький игрок, да. Вот за 10 партий у меня был 86,8. То есть 10 человек, условно говоря, уровня шахматного между 2450 и там 2700. Они показали средний уровень 86,8, что выше, например, уровня Каруаны, который выиграл турнир. Да, то есть, который выиграл турниры. То есть, это просто высочайший средний уровень. Ну как? Это примерно уровень, который показывает там условно, там, я не знаю, Накамура. Ну как может быть 10 человек, которые ну явно слабее, то есть со средним 550, наверное, обычным шахматом, сыграть на таком уровне. То есть я опять же, конечно же, не все из них читеры, далеко нет, я не подозреваю, но просто это говорит, все это говорит о том, что, в общем-то, ну что-то не так в королевстве датском, цифры не срастаются. Ну как, не срастаются, никак. Да, сейчас off-topic, вот у меня прям 5 минут осталось, давай какую-то эту, да.
В общем, Завершающую часть. да. Да. Завершающая. У меня еще очень много данных других, я сделал больше, я просто хотел пока обозначить. Я бы хотел, чтобы каждый человек, вообще, который любит шахматы, который играет в разных платформах, чтобы он об этом задумался. В первую очередь для того, чтобы шахматные платформы, наверное, в первую очередь chess.com, чтобы, в общем-то, как бы послушала это, как бы это абсолютно математические вещи, то есть чтобы приняло это, так сказать, на вооружение и начало более серьезно относиться, потому что я не понимаю, как античитинговая программа не может хотя бы заметить, я не говорю о бане, но хотя бы начинать проверять шахматистов, которые на достаточно, так сказать, большом промежутке играют лучше Карлсона, условно. Я этого не совсем понимаю, как это возможно, да? Кого тогда банить, кого тогда проверять, если не таких шахматистов? Еще раз, кстати, скажу, я после каждой партии есть некая функция, репорт, ну, что у тебя есть какие-то подозрения по поводу игрока. Ну, могу сказать, что я несколько раз это делал, не потому, что я уверен в том, что они, но потому, что немножко сомнительно. Потому что не уверен, что они сами играют. Да, не уверен, и я просто, типа, проверьте этого игрока, ну, раз 5 я это делал, ни разу я не получил никакого ответа, все игроки играют. Я не знаю, проверялись они или нет, но это немножко странно, да, все-таки, если есть такая функция. Но самое главное, я все-таки хотел чтобы мы начали по-настоящему серьезно этим заниматься. Есть вот некоторые есть вещи, которые я должен опровергнуть. Первое, что невозможно поймать читера. Нет, возможно. Нет, возможно. На громадной математической базе каких-то, всех нет, каких-то можно поймать. Это первое. Второе, то, что, безусловно, делается, мягко говоря, недостаточно для того, чтобы так сказать, очистить нашу игру от этих, в общем-то, людей, это тоже точно, да, это тоже точно. То, что кто-то, если это происходит, да, то есть, а кто-то из-за этого теряет деньги, не может зарабатывать, не может вести профессиональную деятельность отчасти, это тоже так, да, то есть я все-таки хочу как-то определиться. Я подготовил письмо, которое направляю в chess.com сейчас, где я все это высказал, и в том числе уже конкретные цифры, фамилии, конкретно просто, чтобы дали мне ответ, проверили, объяснили мне, как могут быть такие явные статистические несоответствия, и как-то начать какую-то дискуссию. Я приглашаю также всех и игроков. Теперь уже можно, я уже открыл ящик Пандоры, можете говорить то, что думаете, да, я взял на себя, так сказать, эту ответственность, да, я понимаю, что на меня полетит там какие-то глупейшие там обвинения, что я, не знаю, ворчу, что я там, не знаю, злобный или там, не знаю, обиделся, глупость, конечно, полная, потому что я все математически объясняю, но тем не менее, и предлагаю всех любителей шахмат, то есть эта дискуссия должна начинать как бы. Мы должны что-то делать с этим. Мы должны что-то делать, потому что вот по тем всем причинам, которые я указал, и я очень надеюсь на продолжение. Может быть, мы запишем еще один как бы стрим. У меня есть еще материал на эту тему. Надеюсь на ответ chess.com, на некую дискуссию, вообще общую дискуссию, потому что мы должны все-таки очистить шахматный мир, потому что иначе вопрос времени, когда мы начнем играть в так называемый advanced chess. Да, в онлайн, то есть игра человека с помощью компьютера. Да, нет, ну главное это, конечно, да, главное это, конечно, получить какой-то, ну, хотелось бы получить какой-то ответ, если ты отправляешь какое-то письмо ческом, потому что мне интересно, вот в заключение хочу сказать, мне интересно, что я почти уверен, что их система фиксирует такие вещи, потому что если нет, то это еще большие вопросы возникают. А если да, фиксирует, то почему на это нет никакой реакции и почему нет мер, которые предпринимаются? Да. Потому что, ну, как бы ты ведешь себя очень корректно, как бы и не называешь фамилии, но ты же смотрел конкретных людей, они же существуют, это же не виртуальные люди. И сомнений у меня, например, хотя я всегда очень с большой осторожностью к этому отношусь, но после того, как ты мне на это указал, я посмотрел какие-то сам стримы, и не один, и не два. Ну, ситуация очень тяжелая, она критическая абсолютно, потому что самое главное, что все понятно, но вот это общество взаимного всеобщего шахматного согласия, что как бы мы живем уже в такой ситуации, что, ну,
чувак, ну, конечно, они читерят. Ну, ладно, ну, о чем мы можем? Ну, а ладно, ну, что, какая разница? Слушай, что там это $800 Title Tuesday? Ну, это, конечно, как сказать, Нет, дело в том, что тут, конечно, для хорошего игрока там $800, $500 это не дело в принципе. Дело в том, дело в что это принципе, превратится конечно, в какие-то конечно. дело в принципе. И, например, я забыл вот одну вещь, просто в конце скажу, что не обязательно же там даже банить сразу, да. Опять же, например, если шахматист, одна из возможных как бы вещей, которые можно сделать. Если шахматист там показал раз-два какие-то явно выше результата своего общего уровня, да, что можно сделать? Следующий Title Tuesday он играет зумом, да, Ну, полностью ну или показывая все. просто предупредите его, да, как-нибудь. Нет, Ну, нет, ну как нет, ну просто, а в чем проблема? Ну он может играть, он просто играет проверка, зум как бы, да, да, проверка. до момента, когда он хоть раз или два не покажет похожий результат хотя бы, уже полностью Мгм. проверяемый, да. Я считаю, это очень разумно. Скажем, кто-то показал 91 результат, пока он 89 хоть раз не покажет средний, но это все намного меньше, да, он играет с проверками. Один раз полностью проверка чисто сам показал, что он может играть на 89, 89,5, пожалуйста, продолжай. Да? Хотя бы это, не обязательно бань, но это же очевидные вещи. Да? То есть, как бы, как одна из возможностей. Таких возможностей много. Да? То есть, Мгм. но я не вижу, чтобы что-либо особенное делалось в этом плане. И да, я согласен с тобой, Илья, что у меня другое воспитание, другое поколение. Как бы, если я вижу, что странные вещи происходят, да, какие-то, то есть я хочу проверить. И если это не так, никаких проблем, никого не наказываю, все нормально. Извините, ребята, я там, да. Но если это так, это должно быть наказуемо, и это должно искореняться на корню, потому что это очень опасно для будущего вообще шахмат, потому что все больше шахматных турниров проводится онлайн, все больше призов. Я считаю, что очень много шахматистов сейчас вообще онлайн больше зарабатывают, чем Ну, офлайн. конечно, конечно, И, да. соответственно, если мы отдадим на растерзание, так сказать, мошенникам, да, онлайн-шахматы, это во что ж превратится мир шахмат? Если они есть, конечно, эти мошенники, да, то есть поэтому это важнейший совершенно Вот и вопрос, проверим. Как говорит, да. как говорит мой друг Ян В общем, Непомнящий, вот и проверим, да. приглашаю всех к такой общей дискуссии, пожалуйста, без каких-то эмоций, без выпадов там. Это абсолютно рациональная дискуссия. Может быть, многие что-то подскажут. Любые, и из твоего, Илья, канала Левитов Чес, и, может быть, и из chess.com какие-то люди. Ну, пожалуйста, дискутируйте. Может, где-то я в чем-то не прав математически, кто-то еще что-то предложит. Да, давайте обсудим Давайте это в начинать дискуссию, комментариях, потому да. что Мгм. вся идея в общем благе, в том, чтобы шахматы были чистыми. Вот единственная моя цель, и я надеюсь, что все-таки мы этого добьемся со временем. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, если вы математики, а сейчас все вдруг окажутся математиками, пишите, где вам кажется, что что-то не так, а мы подождем ответа из Ческом, и, может быть, будет у этой истории какое-то продолжение. Всем спасибо, всего доброго, до свидания.